Джейсон был успешным предпринимателем, который уже давно создал несколько успешных бизнесов. Его жизнь была насыщенной и успешной, и для управления своими средствами он использовал банковские услуги, не раз обращаясь в местное отделение банка. В один из обычных дней, когда ему нужно было снять деньги для одного из проектов, он направился в этот банк, как всегда, спокойно и уверенно. Подойдя к кассе, он вежливо попросил снять определенную сумму с его счета. Кассир, проверив его данные, немного задержалась и вскоре ушла, сказав, что для обработки запроса необходимо дождаться разрешения менеджера. Джейсон не придал этому значения, полагая, что это обычная процедура. Через несколько минут к нему подошел менеджер, мужчина средних лет, с холодным выражением лица. Он сообщил, что банк не может выдать требуемую сумму, так как на основании внешнего вида Джейсона возникли сомнения. Менеджер объяснил, что он выглядит подозрительно и что это вызывает у них необходимость дополнительной проверки. Джейсон почувствовал, как его терпение на исходе. Ему стало ясно, что причина отказа не в его финансовом положении, а в том, как он выглядит. Менеджер не мог найти оправдания своим действиям, но продолжал утверждать, что по каким-то причинам его внешний вид вызывал у банка подозрения. Джейсон понял, что это откровенная дискриминация по расовому признаку. Ему было неприятно, что ему отказали в обслуживании только из-за того, что он чернокожий. Поняв, что не потерпит такого отношения, он решил действовать решительно. В тот же момент Джейсон решил, что если не получит свои деньги, то увольнит весь персонал этого отделения. Он был уверен, что действия банка нарушают его права и не позволял себе уступок. Он позвонил своему юристу, который вскоре подготовил все необходимые документы для увольнения сотрудников. Через 5 минут Джейсон покинул банк, но его решение было принято. На следующий день он вернулся в отделение и сообщил, что если банк не исправит ситуацию, он примет меры, включая увольнение всех сотрудников. Вскоре началась внутренняя проверка. Она выявила, что случаи дискриминации в банке имели место и ранее, хотя не всегда были столь явными. Менеджер и кассиры, не имея оправдания своим действиям, были уволены. Джейсон также настоял на обязательной переподготовке для оставшихся сотрудников, чтобы такие инциденты больше не повторялись. Этот случай стал значимым не только для Джейсона, но и для других клиентов банка, ведь его решительность заставила систему измениться. Для Джейсона это был не только шаг за свои права, но и за права всех, кто сталкивается с дискриминацией. Он показал, что справедливость и равенство важнее всего, и что никто не должен молчать, когда сталкивается с несправедливостью. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.